вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Люди, которые смотрят нас в первый раз, особенно добрый вечер. И особый теплый добрый вечер всем, кто уже не впервые с нами. У нас сегодня достаточно интересная тема. Она не просто интересная, а она очень, скажем так, полезная. И полезная она вот в чем. Кто бы из нас не мечтал о том, что когда мы идем в магазин или в аптеку, особенно, да, в общем, и магазин за продуктами, за чем-то еще, кто бы из нас не мечтал, чтобы рядом стоял профессионал, который бы мог разобраться и сказать: вот это бери, а это не бери. Вопрос о том, как мы выбираем. И лично мне очень сложно. Мало того, что я ничего не вижу в этим мелким почерком, что там входит туда, это надо с собой что-то носить. Ну, если честно, это вторая уже причина. Первая, я просто редко хожу. Дорогие друзья, Компания рада вас Компания «Вивасан» предоставляет нам достаточно много, возможностей. И красота, и благополучие, само собой, и здоровье. Но тем не менее, если выбирать из, каких-то предметов, особенно внутреннего потребления, внутреннего, и здесь, как Жванецкий говорит, тщательнее надо, товарищи, вот тщательнее делать и тщательнее выбирать. И вот когда мы выбираем, думаешь: вот сейчас стоял рядом профессионал, что мы делаем? Мы у продавца спрашиваем: скажите, пожалуйста, которое лучше, вот это или вот это? На что она часто говорит, ну, может наврать, конечно, но часто скажет: а я откуда знаю? Ну и, собственно говоря, что тут говорить ей, что она вообще-то должна знать об этом, ну, как-то не очень. А вот если рядом стоит человек, который может сказать: вот это бери, потому что здесь нет синтетических каких-то или вредных компонентов, а вот это не бери, потому что вот лучше, предпочтительнее вот здесь. Ну и много-много таких вот вещей. И поэтому разговор мы сегодня, естественно, предложили и попросили профессионала, который как раз вот рядом с нами в магазине был бы необходим. Вообще я мечтаю, Люда, жить рядом с тобой и ходить рядом с тобой по аптекам и по магазинам, чтобы хотя бы научиться выбирать. Кроме того, выбор, как мы выбираем, да, мы немножко говорили об этом, но кроме того, мы еще знаем такую замечательную аббревиатуру GMP. И в принципе мы понимаем, что это что-то хорошо. В принципе, мы не понимаем, из чего это состоит. Ну, более продвинутый, как я, например, знаю, что GMP, стандарт GMP, это 20 тысяч различных параметров, по которому производство и выращивание продукции производства должно быть. И я реально понимаю, когда какая-то новая фирма или новый заводик открылся и говорят, у них тоже GMP, я понимаю, что они про что-то другое говорят. И что этот GMP, ну, другой расшифровкой, наверное, пользуется. Так вот, серьезное GMP, о чем сегодня пойдет речь, это тот первый фактор, первый такой фактор, который должен быть решающим при выборе продукта. И если мы точно знаем, что он там есть, что вообще GMP это то, о чем нам говорят. И об этом будут говорить не просто люди, которые где-то что-то почитали, а об этом нужно говорить профессионал. И этот профессионал у нас есть. И мы очень гордимся тем, что этот профессионал очень часто соглашается нам рассказать об этом. Это нутрициолог, фармацевт с огромным стажем и эксперт по лечебной продукции швейцарской компании, поскольку мы находимся с вами на площадке компании «Вивасан». Многие из которых знают, если не знают. И если это вас заинтересует, пожалуйста, наверху есть такая кнопочка, где нужно подписаться. Подпишитесь, пожалуйста, на наши новости. И тогда очень много мы будем, если вам это интересно, мы будем присылать рассылку. Если же у вас появятся вопросы, а вопросов должно появиться много, это я вам по себе говорю и по многим уже людям, которым мы об этом рассказывали, то обязательно свяжитесь с тем человеком, который вас пригласил. А для этого внизу есть анкета. Нужно заполнить анкету и выбрать тот канал связи, по которому с вами лучше связаться. WhatsApp, Viber или Telegram.
Спасибо, извините, что долго, но я желаю вам приятного вечера. Я желаю вам познавательной информации, полезной информации для того, чтобы выбирать только точный и очень точечно и точно самый лучший продукт. Жизнь у нас одна, здоровье у нас одно, дети у нас самые лучшие, единственные, поэтому мы достойны этого. Людмила Бублиева. Прошу любить и жаловать. Спасибо вам. Звук, звук, звук. Прошу прощения. Спасибо. Всем добрый вечер. Сразу хочу сказать, информация, она не развлекательная, она достаточно глубокая, интересная. Я постараюсь вам в более такой легкой форме дать эту информацию. Самое главное, мне хочется, чтобы она была для вас полезной, и вы могли ею пользоваться. Если будут какие-то вопросы возникать, чтобы вы могли легко на них ответить. Итак, сегодня у нас речь с вами пойдет о знаке качества, который называется GMP. Давайте немножко в историю с вами погрузимся. До 20-х годов было кустарное производство, и все лекарственные препараты готовились по индивидуальным заказам. А вот уже с 1950-х годов в мире произошла терапевтическая революция, и крупносерийное производство стало очень развиваться. Стали образовываться фармацевтические заводы. И, естественно, риск ошибок значительно стал возрастать. Хочу сразу же к такому вопросу подойти. У меня прямой такой связи нет, я не могу вопрос задать. Вот когда мы выбираем тот или иной продукт, мы каким-то образом можем определить его качество. Мы можем посмотреть, допустим, качество материала, мы можем посмотреть, насколько оно нам подходит, какая-то вещь. А вот лекарственный препарат, биологически активные добавки – это особый товар. И здесь простому потребителю очень сложно определиться с качеством, очень сложно для себя подобрать, что лучше, что нам наиболее качественное, наиболее эффективное, что может навредить, а что может не навредить. И поэтому это особый товар, но самое важное, на что надо внимание обращать, что от качества лекарственных препаратов, от качества биологических добавок здесь напрямую зависит наше здоровье, а иногда и наша жизнь. Поэтому я еще раз скажу, что вот в 20-х годах это было кустарное производство, там индивидуально готовили, потом массовое производство. К чему же это привело? Дело в том, что просто так в жизни ничего не бывает. И для того, чтобы появился на свет такой знак качества, как GMP, этому предшествовали многие трагические события, из которых люди делали соответствующие выводы. Я хочу вам привести пример. Вот, допустим, в 1941 году от препаратов, в состав которых входил фенобарбитал, погибли около 300 человек. Это уже было такое, знаете, на весь мир, это громкое такое событие, которое заставляло задуматься о качестве продукта. Потом пошли 60-е годы. И в 60-х годах было вообще очень такое трагическое событие, которое потрясло весь мир. Был такой успокоительный препарат для беременных, назывался он талидомид. И вот женщины, которые его применяли, они рожали детей с уродствами. Около 10 тысяч детей родились с уродствами конечностей. И я вам хочу отметить, что женщина, ученый, химик в Америке, она не допустила на рынок этот препарат. И Кеннеди, президент в то время, он вручил ей самую высшую награду, которой награждаются государственные служащие.
Вот эти события, они подтолкнули общественность к тому, чтобы они требовали, чтобы предприятия фармацевтические, они ужесточали требования к выпуску лекарственных препаратов, и они могли защитить простого потребителя от подобных таких трагических событий, которые происходили, потому что на кону уже была жизнь людей. Что же на самом деле произошло? Мир, естественно, задумался, фармацевтические компании тоже стали делать соответствующие выводы, и в 1963 году в Америке впервые появились стандарты, которые подходили под GMP. То есть 1963 год, это уже 57 лет практически, когда появились первые статьи именно стандарта GMP. Потом уже Европа стала к этому присоединяться, и в 1968 году Всемирная организация здравоохранения утвердила правила GMP. А в 1969 году уже она рекомендовала абсолютно всем государствам выпускать лекарственные средства в соответствии с этими правилами. Хочу сразу сказать, что в то время Советский Союз не поддержал эту инициативу и не принял это предложение. Вот таким образом развивались в истории правила GMP. Вначале это были исторические такие события, не очень хорошие, и что сподвигло на то, чтобы эти правила были созданы. Теперь я хочу вам показать. Так, сейчас, секундочку, демонстрацию экрана включу. Я хочу на экране показать... Сейчас, прошу прощения. Так, сейчас я демонстрацию экрана включу и покажу вам. Так, сейчас, секундочку. Чем же вообще определяется качество того или иного продукта? Как я перед этим сказала, простому потребителю с этим определиться достаточно сложно. Вот смотрите, на это очень важное влияние оказывает производство, оборудование, качество сырья. Мы с вами прекрасно знаем, так как мы работаем с вами с швейцарским продуктом, мы прекрасно знаем, что у нас есть свои плантации травы, на которых работают ученые, и качество сырья очень таким должным образом изучается, и на рынок выходит, и производство запускается только самое высокое качество. Отсутствие генно-модифицированных продуктов, экология очень важную роль играет в качестве продукта. Опять же хочу сказать, что Швейцария по экологии занимает самое передовое место, самые высокие позиции. Здесь важно учитывать и состав почвы, и состав воды. Вот представляете, сколько вот этих параметров, они именно определяют качество продукта. А теперь что же такое определение GMP? Почему GMP, вот этот стандарт появился? Причиной появления, я вам сказала, причиной было, это трагические случаи, которые происходили при применении некачественного продукта. И GMP – это правильная производственная практика. Она предполагает, это стандарт производства лекарственных средств. Сразу хочу сказать, что GMP, этот знак качества подходит для производства именно лекарственных фармацевтических препаратов. Это производственная практика, которая обеспечивает правильный производственный процесс. Далее, как уже Ольга Васильевна сказала, что около 20 тысяч пунктов нужно неукоснительно выполнять для того, чтобы правила GMP работали. Здесь 20 тысяч пунктов, естественно, не могли поместиться на этой таблице. Я здесь остановлюсь на основных требованиях GMP. Это первое, это контроль качества. Контроль качества очень строгий, он должен быть входной, контроль всего технологического процесса и контроль готового продукта. Сразу хочу сказать, что правильный стандарт GMP, он просто не предполагает выпуск на рынок некачественного препарата. Просто не предполагает, и поэтому вот этот контроль качества, как на входном, так и готовой продукции, он очень строго выполняется. Для этого есть специальные
специальные организации, которые строго следят за качеством. Об этом я скажу чуть позже. Очень важный момент – это квалификация персонала. Я об этом говорить буду, наверное, позже, но я здесь попутно хочу сказать, что в Швейцарии с продуктом, с которым мы работаем, самые высокие требования это квалификации персонала. Мы, помните, была у нас таблица, где было расписано, какой квалификации персонал в каждой стране. Допустим, там и Германия, и Австрия была. Так в Швейцарии самая высокая квалификация персонала. И самые высокооплачиваемые специалисты работают в Швейцарии. Здесь очень строгий подбор идет и персонала, и требования к личной гигиене. Я хочу сказать здесь слова, даже привести Жванецкого. Жванецкий как говорил: вот дали нашему там Васе колбу, известна химическая формула, вот он начинает ее нагревать, но получается совершенно другой продукт, чем получается, допустим, в другой стране. Почему так происходит? А потому что ему не сказали, что элементарно надо помыть руки, и помыть надо сразу же при нем. То есть это говорит о гигиене. Здесь, конечно, Жванецкий немного утрировал, это юмор, но и в этом есть, конечно, доля правды. Вообще GMP не терпит никакой халатности, и каждая мелочь здесь очень-очень важна. Сразу хочу попутно сказать по поводу персонала у нас в России. К большому сожалению, это наша огромная беда. У нас сейчас очень такой большой дефицит квалифицированных кадров, огромный дефицит. И фармацевтические наши учебные заведения, высшие учебные заведения, они всего лишь на 10% покрывают потребность в персонале, который работает на фармацевтических заводах. То есть у нас идет недостаток, и квалификация тоже оставляет желать лучшее. Это об этом я тоже подробнее скажу в конце своего выступления. Требования какие? Обязательно должны быть к помещениям и к оборудованию, к стерильности, шлюзы. Те люди, которые были в Швейцарии на заводах, они, наверное, подтвердят, что когда мы были на предприятиях, мы своими глазами видели, что такое GMP на предприятии. Мы видели своими глазами, и оборудование нам показали, мы видели своими глазами, что такое шлюзовая система, что такое чистый цех, и нам показывали, какие высокие требования к этому предъявляются. То есть здесь мелочей нет. Как говорят, что дьявол кроется в мелочах. Дьявол кроется в мелочах, и поэтому к этому подходить надо очень серьезно. Здесь идет и современное автоматизированное оборудование, потому что из плохого, некачественного сырья на оборудование, которое не соответствует современным требованиям, просто невозможно изготовление качественного продукта. И здесь еще очень важны такие параметры, как поддержание параметров воздуха в помещении, определенное давление должно быть. Там даже очень важно, с какой стороны открывается дверь. Оказывается, для того, чтобы не было доступа вредных там каких-то веществ в помещение чистое, дверь надо открывать не в помещение, а наоборот, из помещения, чтобы она открывалась. И еще очень-очень много всевозможных требований предъявляются для того, чтобы требования эти выполнялись в GMP. К технологии, к технологическим процессам. Мы сами прекрасно с вами понимаем, что для того, чтобы получить на выходе качественный продукт, здесь нужно и качественное сырье, и определенные технологические процессы, и щадящие процессы. Нужно таким образом извлекать действующее вещество из сырья, чтобы оно не потеряло своих полезных свойств. Обязательно внедрение новых схем обработки на основе науки. Это наукоемкие все процессы. Наука, она не стоит на месте, постоянно двигается, и поэтому здесь очень важно в ногу быть с наукой. Сразу хочу сказать,
Швейцарцы, они здесь тоже очень высокие позиции занимают. Среди них есть 16 лауреатов Нобелевской премии, это в области химии. У них очень развитая химия, очень развитая фармация, и они уделяют огромное внимание, и они много-много вкладывают денег в развитие именно технологических процессов. Они практически не дают рекламу, все они вкладывают в разработки новых препаратов и в поддержание качества надлежащего. Очень важные такие моменты – это требования к поставляемой продукции, в экологии региона выращивания того или иного сырья. И правильно должно не только выращиваться, но и сбор в оптимальном режиме. Это минимум того, что можно сказать об основных требованиях GMP. То есть начиная от почвы, воды, сырья и заканчивая упаковкой. И здесь все требования очень строгие, и они должны выполняться. Что я хочу сказать по знаку качества GMP? Знак качества GMP – это обязательный знак качества, правила, вот основные требования которого должны неукоснительно выполняться. И здесь не может быть никаких-то отклонений, что я делаю то или по-другому. Вот эти 20 тысяч пунктов, они были разработаны, и более 140 стран в мире присоединились к знаку качества GMP. И во всех этих странах неукоснительно выполняются вот эти требования. Далее, зачем же нужны эти правила GMP? Для чего они нужны простому потребителю? Вот сейчас некоторые люди могут слушать и подумают: ну хорошо, замечательно, вот эти требования, они необходимы на каждом заводе, который работает, который выпускает тот или иной продукт, и не обязательно даже фармацевтического такого назначения. Но здесь очень важный такой момент, для чего нужны правила. Во-первых, это обеспечение безопасности, идентичности и эффективности действия произведенного продукта. То есть продукт должен на выходе быть именно заданными такими качествами. Вот как ученые разработали ту или иную молекулу, они задали ему определенные какие-то параметры, которым он должен соответствовать. Вот на выходе он должен быть именно такого качества, без отклонений. И вот здесь еще очень важный момент – это защита потребителя от некачественного продукта. Почему это очень важно? Потому что, вспомните, я вам приводила примеры, сколько смертельных случаев. Но это примеры, которые известны истории. А сколько примеров, о которых люди просто не знают. Они покупают некачественный продукт, получают какие-то побочные и иногда с летальным исходом, и об этом никто никогда не узнает. Поэтому это очень важная защита. И еще есть такой очень важный момент. Представьте себе, более 140 стран в мире работают по знаку качества GMP. И еще в каждом государстве невозможно выпускать все продукты, все лекарственные препараты, все биологически активные добавки, которые необходимы для человека. Естественно, идет интеграция, естественно, в каждом государстве выпускается тот или иной продукт. И для того, чтобы было доверие между государствами, для того, чтобы был обмен вот этими препаратами лекарственными, биологически активными добавками, здесь необходимо обеспечение выполнения правил международной торговли. Для этого тоже нужны правила GMP, для того, чтобы было доверие между государствами этому знаку качества GMP. Это я стараюсь говорить простым языком для того, чтобы было такое понимание. Так, про Е мы говорить не будем. Потом я хочу еще сказать про такой знак качества, про который говорят и иногда подменяют этим знаком качества GMP. Вы, наверное, все прекрасно слышали, такой знак качества – это ISO 9000. Я иногда читаю информацию, и люди пишут: у нас продукт, у которого есть знак качества ISO. Сразу хочу вам сказать и обратить внимание, что этот знак качества, он очень важен, но GMP и ISO, их можно сравнивать, но нельзя ставить на одну планку, и они совершенно имеют разные значения, и их нельзя абсолютно смешивать. Это совершенно разные вещи. GMP, вот смотрите, я сделала такую таблицу, это правильная производственная практика.
В 1963 году GMP первые появилась, это 57 лет, ISO появилась в 1987 году. То есть даже по времени разное у них идет время появления. Дальше. GMP обязательный характер носит, требования и контролируется государством. Очень важно. Еще хочу подчеркнуть такой важный момент. Так как мы работаем с вами с швейцарским продуктом, то Швейцария страна уникальная. Все, что бы ни производилось на территории Швейцарии, контролируется качество государством. GMP – это тоже такой знак качества, который предполагает, что только государство будет контролировать его качество. А вот ISO носит рекомендательный характер, информационно-добровольный характер. То есть здесь нет такого обязательного характера, и, естественно, могут быть какие-то послабления, и точности такой может не быть. Нормы GMP разрабатывались только для фармацевтической промышленности и более конкретизированы под фармацевтику, под лекарственные препараты, под БАДы. А ISO разрабатывался для всех отраслей. Вообще начало ISO идет это для ракетной промышленности, и родоначальником ISO был вице-адмирал флота, то есть совершенно никакого отношения к фармацевтической промышленности изначально этот знак качества не имел. То есть там может быть от производства бомбардировщиков до выпуска памперсов. Там везде работает ISO. И дальше еще такой очень важный момент. GMP более такой знак качества, который не предполагает постоянного расширения ассортимента и внесения постоянных изменений. Потому что идея GMP – это производство качественного продукта в стабильных условиях, в проверенных условиях и обеспечение однородности между сериями лекарств для того, чтобы эти лекарственные препараты и БАДы, они были эффективными и не было никаких неприятностей. А вот ISO предполагает непрерывное совершенствование. Другими словами, ISO – это менеджмент. Это менеджмент. Он создан для того, чтобы выводить на рынок тот или иной продукт. Это продажи, это менеджмент, это бухгалтерия, это организация правильного регулирования этого процесса. Поэтому надо понимать, что GMP и ISO – это совершенно разные знаки качества. Еще есть такой очень важный документ для производства лекарственных препаратов, для производства биологически активных добавок из лекарственного сырья растительного. Это фармакопея. Хочу обратить внимание, что у нас в России длительное время выпускались фармакопейные препараты лекарственные. По мнению специалистов мировых, те продукты, которые выпускаются только по фармакопее, они являются качественными фальсификатами. То есть доверять в первую очередь, если мы говорим о качестве продукта, мировая практика говорит о чем? Что система гарантирования качества фармацевтической продукции держится на 3 китах. Первое, базовый отраслевой стандарт – это GMP, это правильная производственная практика, это стандарт качества производства фармацевтической продукции. Сразу хочу отметить, что в Швейцарии совершенно нет отличия, по каким правилам выпускается фармацевтический продукт, лекарственный препарат и биологически активная добавка. К ним отношение совершенно одинаковое. То, что влияет на здоровье человека, то, что влияет на качество жизни, оно выпускается по самым высоким стандартам. У нас и наши биологически активные добавки, которые представлены, выпускаются все по мировому знаку качества GMP. В России, сразу хочу сказать для примера, GMP носит рекомендательный характер для производства биологически активных добавок. И производитель сам решает, сертификат GMP ему необходим для производства или он может без него обойтись. Далее, второй очень важный момент – обязательно соответствие фармакопеи. Фармакопея – это основной нормативный документ, в котором собраны все стандарты, положения, которые касаются выпуска лекарственных препаратов. А третье – это как подпорка, как 3 кита, вот такое мощное, для того, чтобы продукция была качественная, для того, чтобы безопасная была, и человек мог быть уверен в безопасности
того или иного продукта, который он приобретает или в аптеке, или в компании, подобной нашей, это знак качества ISO, это стандарт качества менеджмента, как я уже говорила. Очень хорошо, когда на предприятии всем вот этим стандартам соответствует и неукоснительно это все выполняется. Это вот общие вещи, то, что я хотела вам показать относительно стандарта GMP, чтобы было понимание, что такое GMP, причина возникновения GMP. Теперь далее я хочу сказать, что сам стандарт GMP распространяется не только на лекарственные препараты, не только на биологически активные добавки именно в целом, но еще очень важно, чтобы по знаку качества GMP были сертифицированы и вспомогательные вещества, и все субстанции. Опять же, я хочу обратить ваше внимание на такие трагические вещи. В 1995-1996 годах около 90 детей умерли после применения детского парацетамола. Причина была это очень некачественная, очень низкой степени очистки, это вспомогательных веществах, которые там присутствовали. Там присутствовал антифриз. И вместо степени очистки, которая должна быть 95%, степень очистки была 53%. Детки умирали. И поэтому вот после этой истории с антифризом, после истории с детским парацетамолом, опять же, производители фармацевтической промышленности, они задумались над тем, чтобы ужесточить требования, и все вспомогательные вещества и субстанции чтобы тоже выпускались по знаку качества GMP. Особенно это касалось субстанций вспомогательных веществ, которые закупались в Китае, в Индии. В то время у них была очень такая низкая база и практически бесконтрольно, никто не контролировал качество исходного материала. Поэтому хочу вам сказать, обратите внимание, что сейчас все производители, они выпускают по знаку качества GMP свою продукцию, и по знаку качества GMP они приобретают для производства этой продукции все субстанции и все вспомогательные вещества. Вот это гарантирует действительно настоящее качество и, самое главное, безопасность применения для простого потребителя. Далее, о чем я хочу еще сказать, что очень важно. Сейчас в современном мире не все производители работают по знаку качества GMP. Мировой уровень покрытия GMP – это порядка 60%. Почему? Причина. Не во всех странах развита фармацевтическая промышленность, и в ряде стран отсутствует фармацевтический инспекторат. Очень важный момент. Помните, я вам сказала, что Советский Союз отказался производить свою продукцию по знаку качества GMP. Вы знаете, для меня это было очень непонятно, теперь я нашла ответ на этот вопрос. Оказывается, мы никогда не задумывались, что в Советском Союзе не было фармацевтической промышленности. На наших заводах фармацевтических в Советском Союзе выпускали какие-то субстанции, выпускали недорогие лекарственные препараты, ну, там аспирин, парацетамол, зеленка, йод и так далее. И вся промышленность наша была, она расположена, это в наших странах социалистического содружества. Это Польша, это Венгрия, это бывшая Югославия, из Германии мы брали продукцию. По сути дела, это были страны-участники Содружества экономической взаимопомощи. И, по-видимому, никто не задумывался, какие могут быть последствия. После того, когда Советский Союз распался, то Советский Союз остался без фармацевтической промышленности. И практически с нуля нам пришлось ее возрождать, с нуля. И сейчас, естественно, мы отстаем от европейских стран, от Америки, это в плане
фармации. Это надо признать, и это факт. Здесь надо еще отметить, что Россия предпринимает все меры для того, чтобы подняться с колен, для того, чтобы возродить свою фармацию. Здесь еще такой важный момент, на что я сама обратила внимание, что, к сожалению, государство, оно мало вкладывается в развитие фармации. Это оно дает на откуп частному капиталу. Но вы сами понимаете, что частный капитал не всегда может делать соответствующие вложения для того, чтобы у нас фармация была на должном уровне. И реалии таковы, что сейчас мы очень зависимы от китайской фармацевтической промышленности. Дело в том, что практически все фармацевтические препараты в России сейчас делаются из китайских субстанций. И сейчас вот в данной ситуации, когда коронавирус и Китай, он, я думаю, продукции гораздо больше будет оставлять на своем внутреннем рынке, и поэтому у нас есть такая опасность, что субстанций будет поступать меньше, и, естественно, будут сложности в производстве лекарственных препаратов в России. Это такие реалии. Иногда даже происходят такие вещи, что наши фармацевтические заводы производят какие-то препараты, прикрываются китайской компанией, и потом это все раскрывается, и препараты бывают не очень высокого качества. Я хочу сейчас немножко поговорить о GMP в России и сравнить GMP России и европейских стран, чтобы у вас было понимание, как на самом деле GMP работает. Дело в том, что специалисты и люди, которые работают в этой теме очень давно, они говорят, что GMP – это не только производственный процесс, это целая философия, это идеология, это должно быть, вы знаете, на подкорке у человека. Это идеологический такой момент. Что с GMP происходит у нас в России? Только в 2004 году мы задумались о том, чтобы перейти на стандарты GMP. Только в 2004 году. Это мы сделали такой переход, но до сих пор, 2014 года должен был состояться окончательный переход на производство всей продукции по GMP, но сейчас 2020 год, и до сих пор мы об этом говорим. Хотя у нас в России сейчас по GMP работают около 250 предприятий отечественных, и на территории России работают по GMP около 600 зарубежных производителей продукции. Они работают по GMP. И некоторые наши отечественные производители, естественно, они этому радуются, иногда бравируют тем, что их производство сертифицировано по GMP, значит, ничем не хуже западного. Но, к большому сожалению, был, опять же, трагический случай у нас в России. Был такой препарат ксуксаметоний. Это для расслабления мышц под наркозом. Вы, я думаю, слышали об этой истории. Он был случайно расфасован в ампулы из-под препарата милдроната. И были смертельные случаи, люди умирали. Эта ошибка была замечена, и, естественно, это была серьезная трагедия. Этот завод имел знак качества GMP. Поэтому стопроцентной гарантии, к сожалению, заводы в России, которые имеют эти знаки качества, они нам не дают. Почему это происходит, я скажу об этом позже. В 2016 году у нас еще были приняты соответствующие постановления от GMP, и так постоянно мы работаем над этим, Россия на этом пути, движение вперед у нас, естественно, идет. Но здесь что происходит? Вот когда GMP мы стали в апреле 2016 года приказом, но приказ у нас не Министерство здравоохранения, а приказ Минпромторга России, он занимается GMP. И уже с 1 января 2016 года задним числом у нас около 98 предприятий получили знак качества GMP задним числом. Еще до вступления правил GMP. И здесь еще интересная такая вещь, что у нас инспекторат наш, который еще в стадии становления, он, оказывается, смог обследовать эти заводы в течение где-то 1-5 дней,
И эти заводы, они находились в разных регионах Российской Федерации. Это такие реалии. Так у нас GMP начинался в России. Но это происходит, наверное, в каждой стране. Я вам хочу такой пример привести. Великобритания, Англия. В 1970-х годах пришла инспекция на завод посмотреть на фармацевтические, а там у них плесень, там у них грязь непонятно какая. И самое интересное, берут таблетки и для окрашивания использовали специальную емкость и окрашивали таблетки разных названий в одной емкости, а потом через сито их просеивали, они были разных размеров, и для них это казалось совершенной нормой. Естественно, им сделали замечание, что так не должно происходить. И когда опять инспекция приехала с последующей проверкой, то их ожидало, что во всех цехах лежали ковры, было чисто, они не понимали, что должно быть и какие правила для этого должны быть, чтобы все, почему GMP вот так вот прописали детализированно 20 тысяч пунктов. И поэтому, когда вот такие вещи у нас происходят в России, я думаю, это еще идет период становления. Еще такая интересная вещь, специалисты отмечают, что как ноу-хау при оформлении GMP в России, вот проверяется то или иное предприятие, и спустя допустим, год-полтора этому предприятию знак качества GMP присваивается. Но на данный момент все может измениться, но у нас такие вещи происходят. Сейчас около 400 отечественных производителей вот у нас на рынке, и где-то 30 соответствуют GMP. Это по статистике. Но здесь надо отметить, я уже говорила, что в соответствии с нашим законодательством в России биологически активные добавки не подлежат обязательной сертификации по GMP и не подлежат обязательным клиническим испытаниям. То есть вот это тоже такой момент. Здесь я еще хочу что отметить. Очень важно не только производить, это очень важно, но еще и контроль очень важный. Это момент, который нельзя упускать. GMP не предполагает выпуск некачественного продукта, он не предполагает перепутывание, какого-то степени загрязнения. Но у нас же перепутывание произошло, значит, вот этот человеческий фактор, он сыграл роль. А здесь, по-видимому, одна из причин то, что нет соответствующего контроля. У нас еще вот эта контрольная вот функция, она не разработана в нашей стране. И здесь вот на что я внимание сама обратила, у нас нет единого инспектората, нет единого. Если в Европе, в Швейцарии там единый государственный инспекторат, то у нас он не единый. Заводы, которые расположены на территории России, они проходят государственную вот проверку государственными органами, госслужащими, опять же, Минпромторга, которые оплата расходов их из государственного бюджета идет. Но а вот в отношении зарубежных производителей у нас идет совершенно другой подход. Дело в том, что когда GMP у нас ввели на нашей территории, вот Российской Федерации, я говорила то, что между государствами договора заключены. Это и в Европе, и в Америке для признания стандартов GMP. Так как мы в свое время не включились в этот процесс и только сейчас подходим вот именно к этому знаку качества, мы только начинаем его внедрять методом проб, ошибок, какие-то, естественно, это все будет. Это, понимаете, я вот смотрю, 57 лет, это начиная, вот как в Америке первые вот правила GMP, 57 это уже зрелый возраст, и где-то с 2014, даже 2016 года GMP в России. Естественно, мы начинаем только ходить, там уже бегут вперед уже, а мы только ходим, только начинаем учиться. Это естественный такой процесс. И вот то, что касается зарубежных производителей, какие у нас сейчас нововведения? Дело в том, что у нас сейчас ввели такие правила, что все вот импортные лекарственные препараты, которые приходят из других стран, они должны проходить в обязательном порядке государственную регистрацию российскую на подтверждение знака качества GMP. Что происходит? Врачи бьют тревогу, они остаются многие без нужных лекарственных препаратов. Мы знаем, что
у нас в России еще не производят такого качества лекарственные препараты, а уже врачи, стационары испытывают дефицит качественных препаратов. Почему? Потому что в России сейчас не все импортные препараты могут пройти вот эту сертификацию на GMP. Я перед этим сказала, что то, что в России производится, это государственная проверка идет. В отношении зарубежных производителей было решено отказаться от государственного контроля, и эту услугу перевели на добровольную услугу, которая оказывается на платной основе. И это проводит ведомства, которые подчиняются Минпромторгу. И здесь специалисты, они озабоченность такую выявляют, что вот эти препараты лекарственные, которые будут на российский рынок поступать, и вот именно когда платная услуга оказывается для того, чтобы проверить качество, полностью вытесняется вот понятие вот государственного контроля, и здесь может страдать качество лекарственных препаратов, которые будут приходить к нам на рынок. Вот это очень тоже важный момент, это беспокойство вызывает у нас в России. Далее, и еще есть еще третий орган такой, который контролирует, он тоже может быть на платной основе. И есть такие организации, которые также проверяют качество лекарственных препаратов по GMP, тоже на добровольной основе. А так как взаимного признания у нас сертификатов нет, то, естественно, вот такие проблемы у нас возникают. То есть, если подумать, то у нас 3 вида инспекториата сейчас в России. Это наши производства контролируют, зарубежные контролируют, и плюс еще есть на добровольной основе и наши могут контроль осуществлять, и наших препаратов. То есть нет единого такого органа, который бы занимался контролем качества. Вот российские правила, они основаны на европейских. Мы их гармонизировали, мы их взяли за основу. Теперь давайте посмотрим, чем же они отличаются, европейские от российских. И что нам нужно сделать для того, чтобы мы могли приблизиться к европейским стандартам. Дело в том, что в Европе все производство лекарственных препаратов оно урегулировано на законодательном уровне. И все это направлено в первую очередь на безопасность миллионов людей. Мы в России только к этому идем. У нас только такая положительная тенденция. То есть этого у нас пока нет еще. На высшем законодательном уровне у нас еще нет такого законодательства. Второе. Обязательно в европейских странах на предприятиях, которые выпускают лекарственные препараты и работают по GMP, у них обязанность, они обязаны сотрудничать исключительно с поставщиками сырья, которые работают по знаку качества GMP. У нас этого пока тоже нет. Далее идет это правовое закрепление необходимости обновления научных и технических требований. Так как мы еще только создаем GMP, в Европе уже некоторые требования меняются, потому что жизнь не стоит на месте, научно-технический прогресс постоянно вперед идет, а Россия не успевает. То есть мы еще работаем по тем требованиям, которые мы у них взяли, они их уже начинают менять, они уже не соответствуют реалиям современности, мы не успеваем. Дальше очень важный момент – признание и взаимное признание. Как я уже говорила, что в Европе, в Америке уже налажено признание препаратов, которые выпускаются по GMP в разных странах. И они не реже одного раза в 3 года проверяют инспекцию уполномоченных органов страны, и они доверяют этим препаратам. В России на сегодняшний день меры по признанию и взаимному признанию пока еще не приняты. Инспекции и инспектораты. Вот здесь это беда. Как я уже говорила, в России инспекторат GMP, он пока еще находится на этапе подготовки. Здесь еще нужны
специалисты с очень хорошей подготовкой. Мы прекрасно понимаем, что когда занимаются проверкой производства лекарственных препаратов наше Министерство промышленности, это все-таки не Роспотребнадзор, это и не здравоохранение. Все равно там они не могут сделать выборку, они не могут проверить качество там лекарственного препарата. То есть здесь несколько органов пока у нас таких работают, и, естественно, качество очень страдает от этого. Очень важный момент – обмен информацией. В Европе специально уже создана такая система, что информация становится достоянием гласности, если какой-то брак, если какие-то там ущемления прав, если лицензии лишается какое-то предприятие, это сразу же становится известно всем, и эта информация, она в доступном таком доступе появляется. И есть специальная база данных, куда это все вносится. Опять же, это защита прав потребителя. У нас пока этого еще нет, у нас на стадии это становление идет. И еще такой важный момент, что действует система в Европе, которая позволяет не допускать попадания к пациентам лекарственных препаратов, которые подозреваются в потенциальной угрозе здоровья. То есть все направлено на защиту потребителя, все направлено на то, чтобы инцидентов, которые были раньше, они больше не повторялись. В России пока это только система, она отсутствует и начинает только формироваться. Далее, такой момент – непрерывное совершенствование и обновление. Я уже об этом тоже говорила, пока мы еще с этим не работаем. И еще важный момент – это санкции. Дело в том, что в Европе прописано четко, какая ответственность за некачественно произведенный тот или иной продукт. Это два вида ответственности, это административная и уголовная. Предположим, в Германии, если происходит гибель человека по причине некачественного продукта, то до 10 лет идет тюремного заключения. И при этом может быть одновременно и административное наказание, и уголовная может быть ответственность. То есть к этому они подходят очень и очень строго. Еще очень и очень важный момент, которого я коснулась так вот немного в своем, уже когда слайды рассматривали, это то, что нет специалистов, отсутствие специалистов. Когда идут проверки на фармацевтических предприятиях, то среди людей, которые занимаются на производстве, это люди, которые имеют дипломы учителей химии, биологии, есть даже технологи мясомолочной промышленности и даже лесотехнической академии. Я уже говорила, что у нас 48 медицинских институтов, в которых есть фарм-отделение, и они выпускают вот специалистов по этим программам, но их не хватает. В основном они идут, как правило, в аптеке работать, и около 10% только идут на производство. Но здесь еще такой важный момент. Дело в том, что фармацевтические наши отделения в медицинских институтах, они не имеют соответствующей такой технической базы, которая бы позволяла проходить практику. Но у меня информация где-то давности 6-летней, тогда говорилось про Курский медицинский институт и про Санкт-Петербургский, что там базу обновили и имеют возможность студенты проходить практику. А то происходит что у студентов нет практических навыков, и нередко новое оборудование на предприятиях простаивает и не используется. То есть наши специалисты не умеют работать некоторые на новых на новом оборудовании, которые по знаку качества GMP установлены на фармацевтическом производстве. Вот такие вещи происходят. Это реалии сегодняшнего дня. Как я уже говорила, для меня вначале было непонятно, но когда я нашла информацию и поняла, что в России фармация практически только в стадии становления, и за это время короткое мы уже сделали тоже большие какие-то шаги, и нам еще придется очень многое сделать для того, чтобы знак качества GMP соответствовал знаку качества европейскому и тому же американскому. И здесь на это объективные причины. Есть такая пьеса норвежского писателя Ибсена, что подмечено, что к моменту, когда общество признает новую идею, она успеет уже устареть. А тем, кто ее отстаивал,
нужно будет выходить на новые рубежи и биться за другие идеи. История внедрения правил GMP в нашей стране как раз заставляет вспомнить об этом наблюдении великого драматурга. Что можно сказать в заключение? Мы с вами все потребители. Мы с вами работаем с продуктом, который для здоровья, и не исключено, что приходится и в аптеку многим приходить и брать тот или иной продукт для здоровья, для своих близких, для себя, для своих детей. И здесь очень важно приобретать продукт высокого качества. И GMP, к сожалению, GMP вот в странах, которые только начинают работать по нему, оно не всегда может давать стопроцентную гарантию качества и безопасности. Лично я для себя, я выбираю качество проверенное, то, которое зарекомендовало себя уже очень длительное время, то, что эти стандарты, они используются очень давно, и уже все уже эти правила, они проверены временем, отточены и имеют очень хорошие результаты. И практика показала применение, что многие эти препараты, им можно доверять. Мы живем с вами в России, и хочется вспомнить слова, был такой русский философ. Вот представляете, в 1928 году он что сказал? Что Россия восстанет из распада и начнет эпоху расцвета и нового величия. Но возродится она и расцветет лишь после того, как русские люди поймут, что спасение надо искать в качестве. И мне кажется, это в наше время очень и очень актуально, очень актуально. Поэтому я вам всем желаю хорошего здоровья, я вам желаю, чтобы вы приобретали продукцию для здоровья только высокого качества, чтобы оно работало эффективно, чтобы было безопасным, и никогда не повторялись те трагедии, которые происходили в 20 веке и за рубежом, и у нас в России. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. И хочу еще в заключение сказать, что если вам было интересно, если вам вообще интересны наши эфиры, подписывайтесь на наш канал, на наши новости, заполняйте анкету. И если у вас появятся какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их человеку, который вас пригласил. Мы обязательно ответим на все вопросы. Если у вас возникли вопросы по GMP, естественно, я не могла обо всем сказать, поверьте, информации очень много, но я старалась сказать только самое важное, многое, наверное, упустила. Задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо большое, Людочка. Ну, когда ты сказала, что информации на час, мне показалось, что это очень долго. Но сейчас я чувствую, что ты только начала. Настолько быстро, вот как-то в одно мгновение проскочила все это, вся информация. И, конечно, меня, такой, как обычного человека, когда мы выбираем, да, понятно, что долголетие – это как дышишь, что ешь, правильные лекарства, если тебе понадобится, выбираешь. Но, тем не менее, правильно ли я понимаю, что сейчас выбирать нужно, или если я выбираю, как мне понять, что есть этот GMP или нет? Хорошо, я спросила в какой-то компании, они сказали, ну, есть. Что я должна узнать, как я должна понять, правда они мне говорят или нет? Я, когда готовила материал, я нашла заводы, которые работают у нас по GMP. Есть список у меня этот заводов, не знаю, все ли они там приведены, но сразу хочу отметить, что на упаковках знак качества GMP стоять не должен. Ну, пример приведу, вот у нас уже все по GMP, у нас же не стоит знак качества GMP на нашей упаковке. Ведь так же швейцарцы бы поставили. Это все-таки производственный процесс, это производство и те действия, которые происходят именно с этим продуктом. Это производственный все-таки процесс. Вообще, по идее, должен быть реестр, в который должны быть внесены все предприятия, которые работают по знаку качества GMP. У нас есть такая информация, которую можно где-то найти? В Росреестре есть эта информация по заводам? Вот то, что касается Европы, у них все внесено в реестры. Все. Даже предприятия, которые выпускают вспомогательные вот вещества, вот все эти, из которых производят субстанции,
Они все в реестре. У нас в России я не нашла этот реестр. Я нашла предприятия, которые работают по GMP, но среди них есть те, которые выпускают тоже продукцию, от которых люди получают летальные исходы. Это я тоже. Но, знаете, я не знаю, насколько это было корректно давать эту информацию здесь в эфире, что 98 предприятий получили сертификаты до того еще времени. А знаете, получили для чего? Они при этом получили бессрочную лицензию на производство лекарственных препаратов. И поэтому им необходимо было всем сертификацию GMP иметь. И они ее быстро-быстро получили. Но эти данные, они все в интернете можно найти. За 5 дней 98 предприятий, которые находятся в разных концах страны. У нас сейчас на сегодня всего 60 человек, это инспекториат, который занимается проверками. 60. 98 предприятий за 5 дней. А у них Но дети, здесь, внуки, семьи. поэтому здесь делайте выводы сами. Понимаете, мы только в стадии становления. Это не говорит, там, это хорошо, это плохо. Мы только к этому GMP приходим. И наши, кстати, очень много делают наши вот специалисты для того, чтобы этот знак качества GMP был. Особенно мы сейчас бьемся за то, чтобы нам разрешили проводить инспекции зарубежные. Нас не пускают на зарубежный рынок, но здесь две составляющие. Здесь и экономические, и плюс еще политика. Здесь еще и политика. Мы в свое время не вошли в эту систему, а сейчас нам сложно. И вы знаете, иногда специалисты говорят, как же так? Предприятия, которые выпускают под GMP, предприятия, качество продукции по GMP проверяется в нескольких государствах и подтверждено. В России их не пускают на рынок, заставляют пройти GMP, и они не проходят. Здесь идет уже такой момент, нам надо выживать, по-видимому. Да, тут уже война Да. какая-то понятна. Да, здесь Это такой деньги, момент. это война. Но вы знаете, здесь страдают опять же пациенты. Я когда прочитала что врачи отказываются назначать пациентам препараты, которые выпущены нашими заводами. Отказываются, они не получают тех результатов, и идут очень побочные явления сильные. У нас плохая степень очистки, у нас все равно еще производство, как я сказала, технологии. Когда я прочитала, что в фармацевтической промышленности работают люди с дипломами химиков, мясомолочной промышленности, меня это просто ужаснуло. Потому что я помню, когда я училась. А скажи, пожалуйста, вот когда мы только начинали заниматься Вивасан и постигали вот эти азы ароматерапии, вообще продукции из трав, натуральные продукции из трав, меня заинтересовало следующее. У нас же есть Алтай, есть Сибирь, да, у нас там чего только нету. И что меня больше всего заинтересовало, что травы, которые, в общем-то, должны быть хорошего качества, не берут вообще ни одна страна. Есть ли у нас, потому что есть определенные законы, есть критерии, по которым выращиваются травы. И я знаю, что когда Томас Гетвит, президент нашей компании, вместе с Сильвио Фриголи, человеком, который производит наши эфирные масла и такую продукцию, они купили плантации в Бразилии, они несколько лет готовили почву, готовили там, чтобы... Я плохо разбираюсь в этом, но я знаю, что нельзя было просто так вот взять какую-то плантацию и посадить любые травы. Нужна была подготовка тщательная этой почвы для этого. То есть какие-то законы и критерии. Насколько у нас законы и критерии есть? Потому что как у нас собираются травы? Да, они могут быть собираться где-то на плантациях на каких-то, если они таковые являются. Подходит ли там экологическая вот эта природа? Или бабушки, что у нас в аптеках лежит, какие травы, из чего уж делается, да, бабушка собрала, кому-то сдала, ну и так далее. То есть GMP начинается все-таки с экологии того места, где будет произрастать вот это вот сырье, из которого потом, как оно будет очищено, и уже только потом технология, как это будет произведено и так далее, и так далее. То есть вот отсюда ноги растут. Ну, это вопрос, я могу что-то сказать по этому поводу? Да, вопрос в том, что есть ли у нас вообще такие критерии и законы, как собирается сырье и как выращиваются травы.
Не знаешь? По поводу Алтая. Я этим вопросом сама просто интересовалась, мне было интересно. Я зашла, ну это все в интернете. Во-первых, что можно сказать? Семипалатинский полигон. Это недалеко. Период распада лет 40. Это все в почве, это все в воде. Да, Алтай, слава богу, это экология, все, там можно хотя бы дышать по сравнению с другими регионами, но то, что в почве, то, что в воде, это все попадает все равно в травы, в любом случае. И я думаю, не случайно у наше сырье отказываются брать за границей, отказываются брать. Кстати, сейчас у нас, да, вот всем известные Ивалар, они используют травы только местные, вот, алтайские травы, они там используют это все сырье. Я, допустим, это надо искать, по-видимому, не знаю, есть ли там какие-то критерии, но то, что там был Семипалатинский полигон, для меня это о многом говорит. То, что касается сбора сырья, опять же, у нас сырьевой базы нет, у нас в свое время была прекрасная лаванда. Были плантации. Я же сказала, когда распался Советский Союз, у нас все связи порвались. У нас же как было, весь Советский Союз в одной республике одно, в другой другое, это все было единое. И, естественно, это тоже повлияло, и на сырьевую базу это повлияло. Я не знаю, где сейчас у нас есть травы, но, по-видимому, они, наверное, плантации есть. Вот тот же Ивалар, у них, наверное, своя плантация травы, еще какая-то. Но, опять же, почва, она одна, вода, она одна. И по экологии, когда я читала, заболеваемость там очень высокая в Алтайском крае. И экология не считается там очень хорошей, если почитать серьезно. Я тоже эту информацию смотрела специально. Потому что здесь, когда с людьми разговариваешь, ты должна что-то говорить. Там не идеальная экология. Ну вот, Людмила, рекомендации для обычного человека. Ну, понятно, чтобы лучше, чтобы не болеть. Да? Чтобы не болеть, даже чтобы не болеть, для профилактики нужно какой-то продукт выбрать. Выбирать продукт, исходя из чего? Я выбираю безопасность и качество. Я не хочу на авось, я не могу на 100% быть уверена, где эту траву собирала. У меня много знакомых в садоэпидемстанции работают, и они говорят, они регулярно приходят в аптеку и изымают травы. Они не соответствуют критериям. Они не соответствуют. То есть если вот проверки, но проверки же бывают уже выборочные. Мы только сейчас начинаем подходить к этому знаку качества GMP. Сейчас только мы начинаем с этим разбираться, и, естественно, это время, это время, это время. Пока это у нас будет философией, когда мы будем производить продукт не для кого-то, а потому что по-другому мы не можем, тогда, наверное, это будет качество, что мы нельзя по-другому. А когда я вот раньше первый свой эфир готовила по GMP, читала, что те предприятия, которые у нас по GMP, там всего лишь один цех по GMP, остальные работают по обычным правилам. Ну, это ни о чем. Но это, к сожалению, такие реалии. И мое какое мнение, если я знаю прекрасно, есть продукция проверенная, качественная, я знаю, что эти плантации травы, которые контролируются, весь этот процесс, почва, вода, специалисты, ученые там работают, они смотрят, какой состав, что там самое качественное сырье выращивается, которое будет работать максимально, с максимальной эффективностью, степень очистки будет тоже соответствующая. Я своими глазами видела это производство, этот GMP, мы были на этих заводах. Я просто-напросто сама даже водичку попила в этой речке, я не удержалась. Когда мы были, Интроскосмос, шли, вот эта река, я подошла, думаю, ну говорили ж, воду можно попить. Я подошла, так раз, вода вкусная, вода вкуснее, чем у нас в кране. Это на самом деле, у них это философия, это философия. Поэтому это выбор каждого. Кто что желает, тот пусть выбирает. Я, допустим, вот уже выбрала, и я не хочу менять своих пристрастий, я доверяю вот этому продукту швейцарскому, и я для своей семьи выбираю безопасность. Это мое мнение, которое только мое личное, а остальные пусть сами думают. Звук.
Когда я слушаю наших лидеров, наших профессиональных людей, у меня такая волна гордости за то, что я тоже причастна к такому сообществу, к таким профессионалам. И, конечно, я надеюсь и думаю, что, особенно в наши времена, должны появиться масса вопросов и к Людмиле, и те люди, которые вас пригласили, это тоже люди, которые давно, то есть мы слышим и Людмилу, мы слышим этих профессионалов, и если даже будут какие-то вопросы, мы всегда готовы на них ответить. Пожалуйста, примкните к нам. Мы будем Ольга рады. Васильевна, можно вопрос? Вот там Да. есть какая-то обратная связь, чтобы понимать, насколько Да, это полезна была Игорь, информация? есть там какие-то вопросы? Да, вопросы есть, могу озвучить. Да, пожалуйста. Если на, ну вы, наверное, на это уже отвечали, если на упаковке написано GMP, это правда? Ну, я думаю, если пишут GMP, они отвечают за свои слова. Это идет и плюс реклама. Производители знают, что GMP – это качество, и люди знают уже про GMP. Это плюс еще реклама. Ну, там не должно быть, правильно я понимаю? То есть не должно... Но нет правил, которые вот предполагают, что GMP надо писать на упаковке. Это реклама идет. Но GMP, конечно, будет. Я не думаю, что они будут рисковать. Это все можно проверить, приехать. А может такое быть, вот как ты тоже говоришь, что под GMP несколько параметров соблюдено, а там 19 тысяч нет, и они могут писать GMP? Я не хотела об этом, но скажу. У меня есть эта информация. Есть один завод, я не буду называть, чтобы не было антирекламой, российский завод, который выпускает БАДы. Как они делают под GMP? Я читала информацию из первых рук. Это госпожа, которая возглавляет и владеет этим заводом. У нее брали интервью. И она сказала такую вещь, что под GMP проходит продукта 3, потом меняется где-то название, и под GMP весь остальной продукт пропускают. А реально именно проверяют продукта 3 на все производство. Это из первых уст. Я просто не называю компанию и не хочу делать антирекламу. Что тут скажешь? Всегда так было, всегда так будет. Спасение утопающих в руках самих утопающих. Будьте здоровы, богаты и счастливы. Подписывайтесь, пожалуйста. Если есть еще вопросы, Игорь, можете сказать. Нет, больше вопросов нет. Остальные все согласны, поддерживают, выбирают качество. Угу. Спасибо всем большое. Всего хорошего, всего доброго. Будьте здоровы. Оставайтесь здоровы. До свидания. Спасибо. До новых встреч.